Вода. Живительная влага. Так называют воду те, кто живет в засушливых регионах. И не очень хорошо о воде отзываются те, кто пострадал от наводнений, где ливневые осадки посещают в последнее время упорно почти одни и те же области и регионы. Мы же сегодня рассмотрим важную тему. Вода как источник жизни для растений в саду и в огороде. Итак, на канале Раисы Горяченко «Дача, сад, огород, цветы», который базируется на юге Украины, на юге Одесской области, в городе Измаил, новое видео, в котором ответы на ваши вопросы о поливах. Ежемесячно мы готовим видео, посвященные поливам растений. И сейчас у нас в плейлисте лунный календарь на июль месяц есть тоже такой календарь. И очень важно правильно поливать, очень важно. И вот эти календари свидетельствуют о том, что нужно выбирать правильные дни. Что же входит в понимание словосочетания «правильно поливать»? Ну вот, в первую очередь, это благоприятное время, когда Луна находится в знаках стихии Земли и воды. Если дни в периоды Луны в знаках стихии огня бесполезны, то Луна в дни стихии воздуха, в Весах, Водолее и Близнецах, и поливы в это время – это опасные агромероприятия для корневой системы растений. Корни в это время заняты дыханием. Это как человека бросить в воду и не дать возможность дышать. Еще какое-то время он живет, но когда легкие полностью заполняются водой, человек просто-напросто умирает. Более медленно умирают растения. И что самое страшное для растений, корни гниют, причем в любое время года. А в это время словно ощущают вот эту гибель. В это время слетаются разные вредители и споры грибковых заболеваний на надземную часть растений. Ну, естественно, корневые гнили, они там, тут как тут. И так мучительно погибают растения. А огородники думают, что вредители или болезни виноваты в этой гибели. Когда же растение здоровое, его иммунная система помогает справляться с испытаниями в виде вредителей и болезней. Я провела много испытаний и теперь точно знаю, что поливать надо в благоприятные дни. И на каждый месяц составляю для себя, вернее для Александра Федоровича, календарь поливов. Ну и делимся с вами. Это его обязанность, и он ответственно справляется с этой задачей, с поливами. Но это только часть правильного полива. В жаркие знойные летние дни нужно поливать теплой водой и поливы проводить вечером. Чем позже, тем лучше. Днем просто-напросто при таком зное жарком, естественно, растения пытаются выжить, им не до питья. А вот ночью уже отходят и пьют воду. И ни в коем случае вода из колодца или водопровода при температуре от плюс 14 до плюс 20, обычно такая вода бывает, она не подходит для полива. Это смертельно опасно для корней, которые весь день находятся в почве с температурой выше плюс 40, плюс 50, а часто и плюс 60. Вот такие температуры сейчас на почве. Также важно поливать само растение правильно. Это значит не поливать сверху на него воду. Бывает разное качество воды, и можно просто занести различные те же споры грибковых заболеваний из водоема на само растение. Нужно поливать вокруг растения, а также в специальные лунки у самого растения. Сейчас уже много способов есть таких, выкапывают ямы поливочные и поливают растения, чтобы именно к корням поступала вода, но ни в коем случае не сверху. А теперь о качестве воды. Именно атмосферные осадки, о них хочу сказать, потому что это качество воды в последнее время губит очень много растений. Осадки в этом году случаются в разных регионах и в разных количествах. Но у нас в этом году довольно-таки часто были осадки и во многих регионах Европы.
И не только. Вся Евразия, по-моему, и дальние зарубежья тоже сообщают о том, что осадки есть. Единственное, есть регионы, Казахстан, вот там вообще забыли об осадках. Но мы говорим о воде. И в последние дни наши зрители сообщают о том, что после дождей растения пожелтели и начинают погибать. Такая ситуация, естественно, если дожди шли в дни воздуха. Ну и качество осадков может быть далеко не полезным для наших растений. Вот только хочу вам информацию такую, вслушайтесь в эту информацию и подумайте. Одна капля воды, устремившись к земле, омывает около 16 литров воздуха. А что находится в воздухе? Так, кстати, считают специалисты в этой области, есть исследования. Так вот, 1 литр дождевой воды может поглотить в себя примесей 3000 литров воздуха. Из 3000 литров воздуха. По подсчетам ученых, 1 литр дождевой воды, падая с высоты 1 километр, омывает 326 кубических метров воздуха. А состав воздуха богат различными примесями. Все зависит от географического места Земли, где выпадают осадки. Когда капли дождя спускаются на Землю, они аккумулируют в себе все, что есть в воздухе. Помимо воды, в капельке дождя содержится очень много различных примесей. И практически, смотря где, выпадает половина таблицы Менделеева, где-то даже больше половины. Есть исследования, что в воде находится: хлор, азот, кальций, гидрокарбонат, сульфат, аммиак, магний, азот аммонийный, азот нитратный, бром, калий, аргон, фосфор, железо, йод, бром, гелий, марганец, ксенон, железо, медь, никель, алюминий, натрий, сульфаты и так далее. Могут быть и другие компоненты. Все зависит от атмосферного воздуха, который насыщается определенными выбросами предприятий. И там, где много предприятий, естественно, есть где химические предприятия, есть ТЭС, теплоэлектростанции, много автомобилей, то в воздухе собираются оксиды серы и азота, а они способны в процессе реакции с водой образовывать серную и азотную кислоту. И так вот образовывается кислотный дождь. Такую воду нельзя использовать для полива. Ее, кстати, собирают и используют для полива. И после вот такого кислотного дождя, естественно, растения погибают. А тем более, если эти растения еще попадают в дождь в дни неблагоприятные для поливов. Так что очень важно определять качество воды. Если водопровод, то там, естественно, более-менее вода, если можно сказать, нормально. Все равно, если добавляются туда какие-то специальные вещества для очистки, то лучше набирать воду, отстаивать и нагревать, и только тогда поливать. Тогда вода более-менее нормальная. Но очень часто нам пишут наши дачники, что им дают в определенные дни воду, и тут нечего разбираться, нужно быстренько поливать. Но обычно подают воду из водоемов, там вода прогревается, хотя бы вот эта проблема решается. А дни, значит, надо все-таки какие-то придумывать способы, чтобы собирать воду, набирать заранее воду. Или же использовать, сейчас очень активно используются эти поливочные ямы у растений, но не под само растение. В этом видео я ответила на несколько вопросов наших зрителей о поливах. Теперь вы знаете, что важно давать живительную влагу растениям в определенное время, в дни Луны, в знаках Земли и воздуха. И что нельзя поливать холодной водой, а нагревать нужно воду до температуры воздуха. Также теперь вы знаете, что дожди не всегда несут благо нашим растениям. И еще, пожалуй, остановлюсь о способах полива. Это капельное орошение, может быть, оно популярно, орошение по специальным вадам, в прикорневые ямы. В любом способе вода должна быть температуры воздуха. Нагревайте воду.
И особенно нужно выбирать время полива. Обязательно помните, что поливать лучше всего вечером. И тогда, или же, если капельное орошение, и вы получаете холодную воду, тогда лучше при охлажденном за ночь уже перед утром грунте, вот тогда утром хорошо поливать. Вот мы капельное орошение используем только рано утром. Днем получается резкий контраст, потому что вода имеет температуру одну, а температура почвы в это время другая. Хотя, казалось бы, быстро нагревается, но растения страдают. При любом способе эффект дают основательные поливы в определенные дни, но не частые или ежедневные. Замульчировав почву, можно экономно использовать воду, и она точно пойдет на пользу растениям. На сегодня о поливах все. Тема обширная, и будем ее продолжать благодаря вашим вопросам и комментариям. Благодарим вас за просмотр. Делитесь этим видео с огородниками, друзьями, знакомыми и родными, чтобы и они выращивали здоровые растения и получали хорошие урожаи овощей и фруктов. С вами были, как всегда, Раиса Горяченко и Александр Волик. До новых встреч в новых видео на нашем канале.